Сегодня готовлю уютное блюдо – картошку с овощами и нежной скумбрией. Все просто, но с маленькими хитростями, чтобы получилось сочно и вкусно. Смотрите внимательно, подписывайтесь на мой канал и включайте колокольчик, чтобы не пропустить новые рецепты. У меня уже готовый картофель, я отварила его заранее в мундире. Брала мелкие клубни, чтобы они сварились быстро и равномерно. Вода была подсолена, так картошка получается вкуснее и не разваливается. Мой совет новичкам – берите картофель одного размера, тогда он приготовится как надо. Слила воду, остудила. Горячий резать неудобно. Теперь каждую картошку нарезаю пополам, укладываю на противень с пергаментной бумагой, мякотью вверх. Мне нравится пергамент, ничего не пригорает и мыть потом легче. Дальше беру синий лук. Он мягче обычного, чуть сладковатый. Нарезаю его перьями. Это такие длинные полосочки. Перья хороши тем, что красиво лежат и дают сочность. Укладываю лук на картошку. Он будет запекаться и делиться своим ароматом. А еще лук – это здоровье. В нем полно витаминов. Теперь сладкий перец. У меня желтый и красный, чтобы блюдо радовало глаз. Нарезаю его крупными треугольниками. Почему не мелко? Так он остается хрустящим и не размокает, и сладость сохранится. Распределяю кусочки поверх картошки с луком. Уже сейчас выглядит аппетитно, согласны? Следом помидоры черри. Мою их тщательно и кладу сверху целиком. В духовке они чуть треснут, пустят сок, это даст приятную кислинку. Нет черри? Возьмите обычные помидоры. Только режьте покрупнее, чтобы не размокли. Присыпаю все специями для картофеля. Проверяйте, есть ли в составе соль, чтобы не переборщить. Теперь к рыбе. У меня скумбрия, уже разделанная на филе, без костей. Смотрите, какая она гладкая и блестящая. Делаю надрезы на спинке вдоль и поперек, слегка ножом. Это чтобы специи глубже впитались и рыба быстрее пропеклась. Мой секрет для сочности. Посыпаю специями для рыбы, травы, немного соли. Беру лимон, взбрызгиваю соком. Он убирает запах и делает вкуснее, ярче. Ставлю противень в духовку. Она у меня разогрета до 180 градусов. Запекаю 20 минут, но смотрите по своей духовке. Когда картошка мягкая, а рыба золотистая, готово. Скумбрия выходит нежной внутри, с легкой корочкой сверху. Просто объедение. Пока все запекается в духовке, поделюсь одной хитростью. Чтобы картошка получилась хрустящей, после варки стоит дать ей подсохнуть минут 10 перед отправкой в духовку. Лишняя влага испарится и текстура будет лучше. А еще скумбрия богата омега-3. Это не только вкусно, но и полезно. Как вам такой рецепт? Пишите в комментариях, пробовали ли вы что-то похожее или добавили бы свои идеи. Картошка получается мягкая, овощи сочные, а скумбрия нежная внутри с легкой корочкой сверху. Если любите блюда с рыбой, в конце видео будут еще несколько рецептов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, готовьте с удовольствием. До встречи в следующем видео.